Привет, друзья! С вами Галя Карен. И сегодняшние мои исследования посвящены теме гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. Это достаточно серьезная тема, которая оставила трагический след в истории Испании на долгие годы. Это был переломный момент в ее истории. И, конечно же, моя любимая Барселона сыграла здесь не последнюю роль. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и погнали! К возникновению гражданской войны в Испании привел мощный экономический, социальный и политический раскол. Причины копились годами. Этих причин было несколько. Одна из них, что страна была расколота на два разных лагеря. Левые, более прогрессивные силы, правые, более консервативные. У них был абсолютно разный взгляд на будущее страны. Они на это смотрели совершенно по-разному. Вторая причина – падение монархии и установление Второй Испанской Республики, что привело к аграрным и образовательным реформам, уменьшению влияния церкви, также к расширению прав женщин. И правые силы, консервативные, увидели в этом угрозу своему привычному образу жизни, политическому устройству и будущему страны. Что такое Вторая Республика? Это период с 1931 по 1939 год в Испании, когда страна существовала как демократическая республика после отказа от престола короля Альфонса XIII. Также причиной гражданской войны послужила постоянная политическая нестабильность, в которой находилось испанское общество. Дело в том, что с 1931 года по 1936 год Испания постоянно переживала вооруженные столкновения, забастовки, поджоги церквей, частые смены правительства. И это держало общество в напряжении. Ну и важной причиной стал, конечно же, сам вооруженный мятеж. 19 июля 1936 года группа генералов, включая Франциско Франко, совершила вооруженный мятеж против республики. Это и стало началом гражданской войны. Барселона сыграла ключевую роль в гражданской войне. Дело в том, что вооруженный мятеж против республики начался в испанском Марокко и охватил всю страну и ключевые города. Барселона была одним из таких городов. Но благодаря сопротивлению гражданской гвардии, штурмовой полиции, рабочих и анархистских организаций Барселона отбила эту атаку и подавила мятеж. Франко очень долго осаждал Барселону и смог захватить ее только в январе 1939 года, что и стало началом его диктатуры. А Каталония погрузилась в свои мрачные времена, потому что она потеряла автономию. Каталонский язык был запрещен. Об этом я уже говорила в своем ролике про футбольный клуб «Барса». Только на футбольном поле разрешалось говорить на каталане. Смотрите ссылку в описании. Официально диктатура Франко началась значительно раньше, но только с падением Барселоны и окончанием гражданской войны 1 апреля 1939 года Франко установил полный, тотальный контроль над страной. Женщины сыграли значительную роль в гражданской войне Испании. Они участвовали в боевых действиях, работали на предприятиях, занимались медицинской помощью и пропагандой. Барселона, как один из очагов республиканского сопротивления, сохранила множество мест и памятников, посвященных периоду 1936-1939 года. И морской музей – одно из таких мест. Это старинные королевские судоверфи. Позже, во время гражданской войны, это были склады и казармы. Сейчас это музей, посвященный морской истории Каталонии, в том числе и периоду гражданской войны. Знаменитая туристическая улица Ла Рамбла. Вдоль нее были построены баррикады и проходили демонстрации и столкновения. Одна из самых известных фотографий времен гражданской войны в Испании – изображение 17-летней девушки Марины Хинесте с винтовкой на крыше отеля «Колон» в Барселоне. Эта фотография облетела весь мир. На одной из центральных площадей, площади Каталонии, происходили митинги, демонстрации и столкновения между различными политическими силами. С башенки знаменитого дома Лео Морера, руки Луиса Доминика и Монтанера, велся во время гражданской войны обстрел. И город чуть не потерял это великолепное здание, находящееся под охраной ЮНЕСКО. Но об этом подробнее я рассказываю на своих живых экскурсиях, в частности, Барселона – столица модерна. Советский Союз оказал огромную помощь республиканской Испании специалистами, финансами, военной техникой и принял на своей территории около 5000 испанских детей.
С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, приходите на мои живые экскурсии по городу, будет очень интересно. И до новых встреч. Пока-пока.